Вот и настало то самое утро. За последние дни это выспавшееся утро у Дениса. Бодрый, быстро вскочили. На улице продолжает лить дождь. Все-таки сезон дождей. Едем сейчас мы на Кокс-базар. Кто не в курсе, Кокс пляж — это самый длинный в мире пляж, 120 километров. Соответственно, море, соответственно, кораблики и все последующее. Нам нужен рыбный рынок. Давнишняя моя мечта — увидеть акулу размером с Дениса или с Ката. А то все фото да фото. Спалось очень хорошо, конечно, ночью просыпался где-то в 2 ночи от того, что сильный шум стоял. Уснули с открытым окном. Я не один спал. И дождь так сильно барабанил, поэтому побеспокоил нас. Но по ночам он неплохо тут заряжает, дождик. Не холодно, комфортно. Сезон дождей. Скинули чемодан, пересели на вторую мото-велорикшу и едем. Дождь все сильнее и сильнее, не хочет останавливаться никак. Приехали, но здесь вместо рыбы что мы видим? Ребята или плетут, или чинят сети, или делают. Скорее всего, делают. Вот вам и акулы, и киты. Все в простынках. Так удобно ходить. И здесь, и в Индии. Как всегда, все чисто. Кораблики стоят, на которых рыбачат. Смотрите, как у дерева расположен корень. Интересно. Крепко стоит. Поедем сейчас в рыбацкую деревню. Это тоже здесь недалеко. Так как ночью был сильный дождь, поэтому, наверное, и никто не выплывал в море, в реку. Вроде бы 6 часов полета и уже другой мир, другая культура, менталитет, другие лица, другие... Все вообще другое, просто все другое. И очень необычно и непривычно это видеть, если первый раз приезжаешь. Со временем, конечно, привыкаешь. Страна пестрая. Опять начался дождь сильный. Единственный момент, который меня всегда волнует, как хранят в таких странах муку в сезон дождей и вообще крупы. То есть дома там чуть влажности боишься, чтобы мошка не завелась в баночку, в холодильник, и здесь просто заливает. Не знаю, 70%, наверное, влажность. Майка со вчерашнего дня у меня не высохла. Я ее постирал, она как лежала, так и лежит в таком же виде. Образовалась пробка. Кто же тут в пробке стоит? Яйца продают, картошку. Мальчик с большим зонтом. Здесь все что-то продают. На какой-то рынок приехали. Это следующая точка. Опять в поисках рыбного рынка. Смотрите, какие здесь интересные лаймы. Они по форме напоминают маленькое манго. Дальше отказывается ехать наш водитель.
Вот про эти лаймы я и говорил. Теперь как пройти туда? Перец, лаймы и дождь. На сегодня с нами везде. Hello. Что-то он мне объясняет на своем языке. В таких местах главное сумочку держать хорошо и крепко. Ну вот мини-рынок. Что мы здесь видим сразу? Какие-то красные креветки во льду, прямо с моря. Так, акул не видно пока. Смотрите, за его спиной просто как из трубы вода льется. Голубые крабы. Непонятно, какой-то зверек. Выглядит, конечно, очень смешно. Смачивает все в дождь. Какие-то непонятные мелкие рыбки. У этой рыбы глаза воспаленные. Ну, вот единственная крупная особь пока что на входе. Много-много мух. Даже в дождь их здесь много. Блин, у меня в рюкзаке деньги. Слишком близко какой-то дяденька подходит постоянно. Здесь вот уже прям крупные снайперы, килограмм по 5. И вот какая-то интересная большая рыбка. Здесь идет разделка рыбы. То есть вы купили рыбку, платите деньги, и вам ее разделывают. Ну вот так вот приезжает эта рыба в мороженом виде. Также есть всегда свежая. Это искусственная рыба, я точно знаю, потому что в Индии часто ее встречал. Очень живучая. Что это такое? Вот какая-то фасоль. Это фасоль пророщенная. Маленькие акулы. Самое интересное, они когда видят, что я подхожу, снимаю, некоторые, вот он шел мимо и встает передо мной, и мне, получается, не дают пройти, и просто стоит, смотрит. Такое бангладешское любопытство.
Ассортимент-то невелик. Крупных рыб я не вижу. Вот есть голубые крабы. Но это не прям совсем свежая рыба, ее из морозилки вытаскивают. Видите? Ей, наверное, дня 2. Она еще не сильно замерзла, но во льду. Здесь очень не шумно. Мелкая креветка, еще живая. И весы такие ручные. Свежак понесли. Без зонтика никуда. Здесь вообще какие-то мелкие рыбки. Вот как раз про эти каналы я вам и говорил. Вот опять же все это похоже в реку. Блин. Все это в реку смывается. Все. Абсолютно все. Нету городской канализации, нету никаких очистных зданий, помещений, сооружений. Мы только что там были. Seasons. И вчера видел много барашков. Свежак. Свежая. А вот как раз рыба, которая сушится, продается. Ну, мы туда не пойдем, там такой запашок стоит. Блин, здесь козу разделывают. Еще козу разделывают. Знаете, как они обращаются ко мне? Эй, зад. Hello. How much? How much? How much would you get? How much 1 kilo? 900. 900 так. Очень дорого. Big. Смотрите, какая жирная говядина здесь. Fish. Big fish. Big fish knife. Здесь вот нарезают мясо. Все тебя зовут, хотят показать, как надо резать мясо. А, он мне хочет мясо отрезать? No, thanks. Чуть не купил я килограмм мяса. А вот тоже. А, он просто нож воткнул, уперся рукояткой в солнечное сплетение и нарезает. Все это мясо хорошее. Вот, только мухи напрягают на нем. Блин, мухи даже на телефоне у меня. Запах рыбы даже здесь. Не свежей рыбы, а вот именно рыбы соленая. Она такая вонючая. Ну, он своеобразный, так скажем. Вот еще точка с соленой рыбой. Смотрите на размеры рыбы соленой. Это мой рост. Не знаю, как эта рыба называется. Вот отсюда идет вот этот запах. Это то, что в пакетиках наверху висит. Где-то в нашей пивнушке, наверное, выкинули бы это дело. Но здесь это норма. Hello. Здесь цех по разделке куриц. Козы, ждущие свою очередь. А вот продолжение этого канальчика. Все сюда скидывается.
Даже вот этот парень, который требуху чистит. Все туда. No, thanks. Thanks. Зачем мне 1 кило баранины? Даже я, привыкший к запахам, здесь не привык к запахам. Последние 48 часов мои ноги не видели сухих носков. С зеленью здесь вообще нет проблем никаких. И очень много везде. С ней что-то готовят. Но я никак не могу это попробовать, что с ней готовят. Блин, придется в это наступать ногами. Какие-то корни. Вон, огурцы по 5 килограмм. Или кабачки. Еще огурцы. Вот такие вот огурцы. Поспевшие, еще рядом огурцы. Еще вот водитель рикши. С непривычки вы можете травануться здесь. Поэтому ищите всегда более-менее такие культурные места для употребления пищи. Даже дом дракона Дениса один раз здесь повалила местная еда. С едой здесь проблема. Так как страна не особо богатая, может быть у нее и богатый потенциал, но из еды какие-то пампушечки, блинчики, картошечка, мяса очень мало и редко кто употребляет. Несмотря на то, что мусульманская страна. В основном это курица. Курица это уже хорошо считается. Так, горошки, травки, яички, чесночки, лучки. Все по-скромному. Мясо это уже удел богатых. Зря я переживал. Зачем ты так паркуешься? Мы опять на очередном рынке. И я вижу уже креветок. Так, ну давайте начнем сначала, наверное. Куры. Утки. Oh, thanks. Мальчик, который продает их. Блин, утки красивые. Последний глоток. Видите, они их даже кормят здесь. Какой-то рынок хаус. Вот за это я люблю эти страны. Мальчик, который меня преследует. Так, ну здесь вот креветки вроде бы свежие, что ли. Так, что здесь у нас? Какая-то непонятная рыба. Попытка номер 2 пробиться в этот ряд. Там что-то крик стоит. Да уж, весело здесь. Пока не вижу прям крупных особей.
Вот до 8 килограмм видел сегодня. Ну вот, наверное, 12 килограмм. И вот эта вот рыба очень красивая. But those are not sea fish. Толстолобик. Carp. В общем, тут какой-то толстолобик, смешанный с лещом. Ну, все свежее. Здесь вот все свежее. Здесь все дышит. И дедушка, который их продает. Веселый. Так, следующий ряд у нас. Мясо, мясо, мясо. Где же наши акулы? Ну, акулы у нас только сегодня пока маленькие были. В общем, на входе получается самая дешевая рыба. Видно, свежий привоз, поэтому там такие крики и максимальная активность. Микс по-бангладешски. How much mix 1 kilo? 300. 300 рупий. Ой, 300 рублей. 300 так килограмм. Но это недорого, в принципе. Тут и креветочки, и рыбки. Главное, чтобы это все было свежее. А так я бы сам поел. Он говорит, его снять нужно. Несмотря на то, что жена сказала, возвращайся только худым, а голод не тетка. И нужен срочный перекус. Еще какая тетка? Мастер своего дела. Омлетики. Я, наверное, тоже омлет съем. Мне нужно белок. Хоть он никуда не тратится, но он мне нужен. Я себе заказал 2 шарика, 3 шарика с картошкой внутри, сингер, по-моему, называется, и 2 жареных яйца. Нам принесли воду. Вот оттуда все подается. Типичная Индия. Вот так вот выглядит этот шарик. Я не хочу показывать вам, что у меня под ногами творится. Я наступил в какой-то огурец. Вкусно, но остро. Но в данном случае, но остро для меня подходит. Я люблю острое. Умеют они играть здесь специями, как и в Индии. С третьей попытки принесли то, что я увидел у соседа на столе. Это, не знаю, на какой-то суп похоже. Ну как это есть, нужна ложка, наверное. Thanks. Супчик. Яйцо. И соседи.
Вот такую штуку мне нужно было. С 5-го раза мы добились, правда. Я думаю, никто не обидится, что я руки не помыл. Я как хищник ем голыми пальцами омлет. Омлет вкусный, но очень острый. Для крепких ребят. Очень острый. Для нас, для бангладешцев, перец не страшен. Опять начался дождь. Вот он, звонкий голос. Наш коллега ест супчик и лепешечку. Здесь местная в основном такая локальная стритфудница. В таких местах лучше воду не пить, которую тебе предлагают. Всегда берите бутылочку, пусть это будет на 20 рублей дороже, но вы не знаете, откуда эту воду набрали. А я-то знаю. Он полностью мокрый. Вообще не боятся дождя здесь никто. И даже он. Как бы это смешно ни звучало, но мой коллега Люсьен, его родственника 3 дня назад в голову укусил питон. Это все происходило на вилледж в деревне. Вилледж это у нас деревня, в деревне, как я понял. На входе в дом спал его родственник, и во время дождя питон заполз. Не знаю как, и прям укусил его за лысину, оставив очень большие следы. Питон был такой, говорит, до 2 метров длиной. Вроде бы безопасная змея, но все равно кусается. Хочешь, чтобы тебя не промочило, пристегнись. Море по колено. По-моему, мы уже плывем. Поменяли локацию. Мы приехали в деревню, где все сушат рыбу. Но так как сейчас сезон дождей, сушит ее мало человек. Если туда ехать, там получается море. Такие вот деревянные настилы, на которые складываются потом рулоны из циновки, ну, куда выкладывается рыба, в дальнейшем сушится. Видите, много видно соли. И сейчас остановились возле какой-то локальной точки местной, где продают всякую всячину. Пришлось перейти сюда. К ним. Салам алейкум.
Решили мы не ждать, пока дождь закончится, а сами пешком пошли. Вот здесь также такие вот точки есть по продаже рыбы. В основном сушеная. Не в основном, а вся сушеная. Здесь упаковывают рыбу, видно, куда-то на продажу. Ну, мух полно. Мухи везде. Рыба, не рыба. Все равно она. Они лезут. Ну, чувак просто здесь ходит босиком. Тут же лежит рыба, и ее упаковывают. И потом кто-то будет вкусно налегать на тарелочку. Вот такая вот рыба стоит 1000, ну где-то 800-900 рублей килограмм. Вот в этой рыбке получается 3 килограмма. 3000 рублей. Вот этот вот меченос стоит 700 рублей килограмм. Рыба-игла. Ну это не сабля, это игла какая-то. Или это вообще угорь. Название невозможно узнать, потому что под желтым и зеленым целлофаном находится рыба. Она снизу сохнет во время дождя. Я не понимаю, конечно, куда столько рыбы сушеной уходит, кто эти объемы съедает. И причем вот только сушеные. Особо я не видел, чтобы прям так много ели эту рыбу. Здесь добавляют куда-то. Вот как раз те самые щиты из, не знаю, мелкого бамбука. Они вот так раскручиваются рулоном. Все, и выкладывается рыба. Нашли какого-то паренька. Попросили показать, как сохнет рыба. Вольф. Не пойму, что у женщины во рту полный рот этого. Да, это фигни. Я сначала подумал, какая-то болезнь, что ли. Ну, там как мелкие папилломы, родинки. Оказывается, это местный табачок. Какие здесь стоят запахи. Какие здесь стоят запахи. Блин, здесь и под ногами. И везде. Вся деревня занимается производством рыбы. Вот именно такой. Я могу сейчас четко описать, какой здесь запах. Когда рыба поржавела, заржавела, ее полили водой и поклали в баньку, в теплую. Вот такие вот запахи сейчас здесь. Ой. Да уж. Тут пищит там. Мышь, что ли, блин? Не, вот тетка за рыбой, что ли, пришла. Ой. Рыба-сабля. Ой. Такую рыбу-саблю. Там рыбы на меня зацепились какие-то, что ли.
по меркам сезону дождей это просто крохи. Это самый маленький объем, который можно увидеть. You boss here? Boss? Name? Name. Fish. Suri fish? Suri fish. Сури фиш. Пусть будет сладкая рыба. Сури фиш. Блин, вот здесь она прям, по-моему, даже такая не очень. Следующий локейшн. Здесь видно, что рыба свежая, потому что Здесь свежая. и видите, как разрезают, и не могу понять, как они ее так выворачивают. Или она сама так выворачивается. Нет, ее выворачивают. Для лучшей просушки. Вот он ее выворачивает. Видно, это самая недорогая рыба, потому что очень часто она встречается во всех торговых лавках. Какая-то нумерация. Здесь было хорошо, но мы идем дальше, пока прекратился дождь. Так надо срочно забрать зонтик. Что-то не то, не договорились. Каждые 40 минут, получается, идет дождь. Минут по 10 прекращается, утихает. И процесс повторяется. Чтобы вы понимали, что такое Бангладеш. Это Индия номер 2, только здесь живут мусульмане. Все. В принципе, особо большой разницы нету. Ни в еде, ни в одежде, ни в транспорте, ни в мусоре. Все повторяется, все аналогично. Даже я бы сказал, что, наверное, процент образованных в Индии поболее будет, чем здесь. И здесь, наверное, все-таки побольше грязи. Позвонил жене, говорю, привезти тебе рыбу-меч. Отказалась. Я даже не знаю, как все это комментировать. Нам здесь сказали, идите нахрен со своей камерой. Ну так перевели. Кто-то сзади крадется. Я чувствую, он крадется. Он увидел у меня на мониторе видео и тихо едет и смотрит. Здесь какой-то кошмар. Здесь реально кошмар, грязище. Я не знаю, что на земле должно произойти, чтобы Бангладеш очистить от мусора. Дожди здесь должны лить 10 тысяч дней без остановки, чтобы просто все смыло. Это просто кошмар. Какие школы, какие детские сады. Просто выжить бы.
Что ж такое там происходит? Что там? Еще канал, который как раз в море уходит. Озеро. И люди что-то делают. Блин. Если нас сейчас подпустят, то мы увидим. Если не подпустят, не увидим. Chicken stick. They will dry it in the sun and it will go to the Еда для курицы. Здесь запах. Для курочек. Прям с пластиковыми стаканчиками будет куры есть. Тут все, я вижу и крабы, и креветки, и какие-то головы, и листья, и мухи. А запах. Я так понимаю, это аппарат по измельчению вот этих всех отходов. Туда закидывают, тут дело мельчится и продается в таких мешках. Как это не гниет, как это не преет, вот это очень, конечно, странно, потому что сезон дождей, влажно, сыро. 400 така. 400 така. $4,5 или $4. 40 така? This $4. per kilo. Oh, 40 taka. It's 0.3, 3. Короче, от 3 до 4 баксов стоит. 0.3. Там стираются или моются. One second. Я все рвусь посмотреть хорошие места. И они меня все тянут и тянут в чистоту. Как же я люблю Бангладеш. Что-то непонятное. Чтобы сделать фото на мусорке, оказывается, нужно платить. Пацаны подбежали, дали денег, естественно. Тут вариантов нет не дать. Здесь попрошайки не такие навязчивые, как в Индии. Здесь вроде бы отказал, он стоит, смотрит, ну и ушел. Никто тебя не будет за руку дергать. Дай, дай, дай. Тем более пацаны в таких условиях живут. Я от 100 рублей, как говорится, не стану богаче. Здесь, похоже, то же самое. Там собаки пасутся. Dry fish. Yeah. Я понял, что тут то же самое. Драйфиши. Вот вам и драйфиши. И еще одно место, где нам посоветовали присесть на камеру. Ну, мы
послушные. Мы просто уходим. Сток в море. Ну и вот здесь вот также сушится рыба. Как мне объяснили, вот это перемолотая рыба с креветками, в общем, отходы морепродуктов. Все это идет на небольшие птицефабрики. До 10 тысяч куриц кто содержит. Я представляю, вот, город, ресторан, кафе, цветы, от девушки пахнет там какой-то хорошей туалетной водой, от мужчины то же самое. Здесь это люди не представляют. Надо тоже помыть ноги в рыбной воде. Здесь другие приоритеты у людей. Мы движемся в сторону моря. Начинается азан. Переходим вброд. Порвал тапок. Оказывается, адики не такие крепкие, как себя позиционируют. В Бангладеш вообще нет смысла никогда ехать в дорогих вещах. Тут умирает абсолютно все. И дорогие, и дешевые вещи. Мужики что-то латают. А мы по их сетям прошлись. Это неудобно, но я иду за местными. Пляж как будто из фильма ужасов. Еще кто-то живет вон на берегу. Наверное, цыгане местные. И рыбаки, наверное, перебирают акул в лодках. Ну, в лодках вон видно, мужики что-то перебирают, сидят. Скорее всего, сети, потому что что-то выкидывается в море. Кто-то вон на колышек один конец сетки поставил и делает небольшие заброды. Через 10-15 лет здесь в море только бактерии будут плавать. Тут все вылавливают. Здесь даже вот этих мелких мальков. И вот этот дяденька в синем, который мелкую. В общем, дядька в синем, синей сеткой вылавливает и вот именно этих мальков. И таких здесь много. Кто вылавливает и кто продает. Я не знаю, куда их покупают. Но вот именно в эти сеточки ловится все это дело. Жизнь пи. Корабли с крупной рыбой не здесь стоят, они находятся далеко, на глубине. Здесь только те, у кого маленькие сети, мелкие. Но река вся оккупирована рыбаками. Вылавливается все, что шевелится. Подплыл рыбак. Значит, у него должна быть рыба. Здесь лодки очень интересной формы. Нос и перед очень высокие. Ну, наверное, из-за того, что большие волны.
different. Попробуем подойти. Но это не факт, что мы туда подойдем. Вроде забрались. Ком. এগুলা কি তুলেন কেরা Один краб внизу. Весь улов. ভাইয়া ওই মাছ আছে মাছ বাঁচতে এই সময় মাছ আছে ওটা সামনে নগদ মানা আছে এই যে নদীগুলো এই মাছ বাঁচতেছে ইন্দু কুজো তিয়ার বানাবে মারা Вот так вот внутри বসবেন আপনি выглядит এখানে বসবেন домик. То есть বসবেন во время дождя здесь можно ইঞ্জিনিয়ার দেব троим укрыться. ওখানে তো মিশিয়ে আসতে দেবে এদিকে চলে আসুন Куда надо? Сюда? Все, окей, вот. Вроде бы опять начинается дождь. Вот здесь уже никуда от них не денешься. Если они захотят поиграть с бутылкой. Шутки шутками. Это просто корабль сделан из палок. Вот, я не знаю. И еще поставили сюда какой-то двигатель. Если я сейчас встану на борт, лодка перевернется. Забежали в какую-то хижину, навес. Здесь все курят и играют в карты. Дождь очень сильный, не может никак остановиться. На лодке тоже невозможно было снимать, потому что меня заливало. Мне предлагали перепрыгнуть на другую лодку, посмотреть, но техника, все в рюкзаке. Спасает рюкзачок ВКонтакте. Он непробиваемый. Я сейчас снимаю, человек 40 сзади смотрят в экран телефона, что я снимаю. Здесь рыбаки время коротают. Самолеты гудят, рыбаки ловят рыбу. Я себя поймал на мысли, как же здесь прекрасно. Мне. Ну и напоследок попросили вот этого пацана, который с нами ходит. Ну, естественно, он не бесплатно ходит. В конце что-нибудь дадим. Даже не что-нибудь, а там может быть фиксированная плата. Попросили его посмотреть на его дом, как он живет. Временный, постоянный. Что интересно. Есть такая профессия в Бангладеше, да и не только. Плавать на плотах из бамбука. То есть его переправляют ниже по течению. Несколько человек садятся на, не знаю, на 5-6 плотов, которые друг к другу привязаны. В нужное время отвязываются и плывут, корректируя движение его. Тоже кто-то переплыл или подплыл, пошел чай пить. Сел на мель или ждут дождя, потому что это дело нужно сдвинуть, и уровень воды должен быть побольше. Нет ничего прекрасней, чем походить по бангладешским рекам.
Коллега тонет. Прощайте, дядюшка. Прощай, собачка. Не знаю, увижу я вас больше или нет. Но было очень интересно. Самые лучшие дни в моей жизни. Ну, не прям самые, давайте так сказать, одни из лучших. Через 4 месяца здесь вновь закипит жизнь. Сейчас все утопает в воде. И даже он. Хотел на прощание в эти корабли залезть. Что-то желание отпало уже. В этом доке, я так понимаю, их ремонтируют. Смотрите, какие у них вот носа. Или как правильно, это корма. В общем, перед корабля. Мостик. Отвратительная дорога здесь начинается. Мечеть. Битком. Вот как раз эти плоты сюда тоже вот приплывают. Ну что-то копошатся в грязи. Вот этот участок длиной в километр — это самая отвратная дорога, потому что вся дорога сделана из кирпича. Просто кирпич вот так боком лежит. Даже некоторые ямки заполнены водой. Все равно лучше едем, чем ехали сюда, потому что ехали было все сухо. Там просто вообще прыгали с места на место. Чуть не забыли. Мы же хотели заехать в гости. Такое ощущение, что нас на свалку везут. Здесь прям что-то все грязнее и грязнее начинает становиться. Вот река, мост. Какая-то непонятная штука. Я не понял, что это. Не можем проехать, что ли? Можем. А он спереди, получается, слез, потому что трехколесная штука. Нагрузку убрать. Сказать, бедно живут, это ничего не сказать. И очень любят здесь уток. Много уток домашних. Все что-то продают. И все закидывают в рот табачок с
Все абсолютно. Сезон дождей. Чем-то нужно заниматься. Мы на месте. Если вам говорят, не снимайте обувь, все равно лучше снимите, уважайте. Неважно, какой здесь дом, какие здесь полы. Hello. Ну, дом получается из листов железа, которым обшиты бамбук. Внутри проходят, не везде, конечно, коммуникации. Есть вентилятор, есть Wi-Fi роутер. Даже здесь есть Wi-Fi роутер. У нас в отеле еле работал зато. 3 брата, оказывается, здесь живет. Total 12 people live here. Туда не пойдем, потому что там женщины такие. Мусульманская семья, как-то неудобно. Не будем их смущать. Ну, вот как раз 3 брата, 3 комнаты. Раз, 2, 3. Туалет, наверное, где-то общий, и кухня находится, получается, в каждой комнате своя. Эта штука в жарких странах веер называется. Так, это получается здесь вода, артезиан, и здесь же кухня. Вот здесь как раз посуду готовят. Ну, смотрите, все равно чисто все. No problem. No problem. Здесь есть очаг. Вот здесь готовится все это дело. Маленький такой, удобный, компактный. Естественно, все черненькое, темненькое. Попросил пацана, который со мной ходит, денег дай детям. Ему дали тоже, и детишкам отдельно. Ну, и реально жалко. Я для них чужой человек, но все равно не знаю, как это выглядит. Пускают в дом спокойно, без проблем. Expert diver. Yes, Russia. Прекрасно понимаю, что на стол нечего поколость. Но Все, бай. самое главное, что тебя пригласили в дом. Все. Old shop. Старый шоп. Старый магазин. Окей. Сначала не понял, что за бассейны здесь. Let's go. এটার দাম হচ্ছে 10,000 টাকা।
Весь город просто утопает. Вода везде. Водитель нас не хочет везти. Говорит, я дальше не поеду. Поэтому нам придется вброд. Нас возят по кругу. Оказывается, мы туда приехали. И поэтому мы едем обратно. Едем мы за своим чемоданом. Приключение наше сегодняшнее подходит к концу. Но я чувствую, еще не подошло почему-то. Вот у меня интуиция моя не подводит никогда. Скорее всего, мы еще должны утонуть пару раз сегодня. Но столько воды я, конечно, не видел. Водитель остановился у старших спросить, куда ехать, а они ему навтыкали. Но видно было. Ты чё кругами катаешь? Гостей. И он молча повез. Ну, здесь везде лужи. Мы уже, получается, делаем 4-ю попытку подъехать к тому месту, где у нас наш чемодан. И постоянно попадаем в какие-то лужи. Ждем очередного таксиста, потому что мы потерялись. Так выглядит школа. Которая вся тонет. Хочешь попасть в школу, не знаю, вот вплавь плыви. Вот ступеньку видно еще. Дальше все под водой. Вот он и сезон дождей. Час. И мы нашли то место. Нас встречают. Оказывается, мы оставляли чемодан в общаге. Какой-то студенческой. Вид из окна. Чем-то напоминает Индию. Находимся мы у бангладешского студента в гостях. Пригласил скоротать 5 часов до отъезда, до автобуса. Это прихожая. Хотел включить свет, но его здесь нет. Что здесь происходит? Это комната. В этой комнате света нет, похоже, тоже. Так, это комната банковского работника. Работника банка. Здесь матрасы вот такие вот, чтобы спина не болела. Ну и какой-то гамак. Эта комната стоит в рублях 8 тысяч рублей в месяц. Общая кухня. Тут, наверное, убивали кабана какого-то. Так, на улице все серое. Все в грибках. Индийский стиль. Все повторяется. Бывшая Индия. Что хотеть от этого? Здесь единственное, что здесь новое, только вот плитка. Да.
вытяжка. Чемодан мой. Так. Бангладешская ванная. Ну, чистенько. Комната, где находится сейчас Денис. Сушится, вернее. Вот эта комната стоит 6500 рублей. Так как здесь живет студент, поэтому размеры поменьше и суммы поменьше. У него нет столько денег, как у работника банка. Здесь дома расположены так, ты вот куда ни загляни, на тебя всегда кто-то смотрит. То есть вот я сейчас хотел посмотреть, думаю, кто же там живет, а оказывается этажом выше на меня смотрят. Повернул в другую сторону, оттуда смотрят. Здесь душно, в этой комнате очень душно. Без вентилятора не проживешь сезон дождей, потому что дышать нечем. Это единственное, что спасает. Благо, что еще здесь нет комаров. Дал денег пацанам, говорю, принесите, пожалуйста, манго. Желательно 2 вида, потому что есть один вид, который сильно сладкий, он такие маленькие манго. Там косточка, наверное, весит ровно столько же, сколько и вся мякоть. Есть чуть покрупнее, но я его не пробовал, но она, говорят, менее сладкая, с кислинкой. Поэтому купите мне кисленького и сладенького. И ребята ушли. Встретились 2 друга. Одновременно азан со всех мечетей. Ну, есть небольшое опоздание, там, секунды. И вот как раз ты их слышишь. Маленькая. Это, наверное, крупная. А, это вообще ананас. А вот другой сорт. Да, это покрупнее. Ну, вот размер как гусиное яйцо. Это зеленое, это чуть поспелее, наверное. Но, несмотря на его цвет, оно будет очень сладкое. Снимает Денис, снимает видео, и тут заходит дяденька лысый, вот с такой вот бородой, и смотрит на меня, типа, кто такой чужой, а пацаны эти еще не пришли. И благо через минуту заходят они, быстро объяснились. Зашел на кухню, вот этот дяденька, банковский работник, накладывает себе рис. Я думал, я много ем, оказывается, я вообще ничего не ем. Там риса, вот 3 вот таких кучи в тарелке. Я не видел, что там другое добавили, но риса он очень много съедает. Ананас они очень интересно почистили. Они его сначала сняли кожуру, а потом ополоснули в этой воде. Будем без ананаса, значит, сегодня. Откуда-то волос на манго упал. Наверное, выше этажом стригутся. Да, это не такое сильное в плане сахара. Так работает вентилятор. Вкусно. Нет слов. Экземпляр номер 2. Не разделываем ножом. Просто споласкиваем. Вот это манго слаще.
Я про него говорил, что косточка большая. Да, это поароматнее будет. Неудобно красиво снимать и есть все это делать одной рукой. И еще знаете, что я заметил? В Бангладеше, мне так показалось, особо тебя никто никогда угощать не будет ничем. Ни разу никто ничего не предложил. Пробуем ананас. Сказал, не буду, но придется. Блин, ананас вообще бомба. Несмотря на то, что он был зеленый, он очень вкусный. Можно жить на одних фруктах. Студент и его друг. Денис уже на пайнэпплсе. Купили билеты. Что-то $50 на двоих. Это слипер бас. Пришли в кафе последний раз отведать кокс-базаровскую еду. Заказали мы вот это. Как всегда, рис. Рис, курица и яйцо. Стандартный набор продуктов в любом заведении. Рис есть вообще везде. Даже у рыбаков на море. Разные штуки приносят нам. Ну, не знаю, как без местного все это заказывать, конечно, но вот это обязательно к рису нужно просить. Выглядит, может быть, конечно, не аппетитно, но вкусно. А вот здесь вот надо разбираться. Какое-то непонятное растение. Привкус знакомый, но я его где-то давно ел. У меня просто память хорошая. Ну а ребята, как обычно, будут есть руками. Также мы заказали салат. Так делают, и мы делаем. Я не знаю, что здесь за сорта риса, но они очень вкусные. Он какой-то мелкий. Что-то острое бабало. Вот так вот выглядит местный вокзал. Никого. Впереди 5 человек сидит. До автобуса 3,5 часа. Здесь комфортно, мягкие сиденья. Работает вентилятор и чуть-чуть кондиционер. И каждые 10 минут отключается почему-то свет. Это, наверное, городской свет отключается. Часто задаваемый вопрос. Денис, где ты любишь спать, если ты находишься не дома? Ответ: в автобусе.